Книга 2. Единственный источник всех неорганических психических и органических психосоматических заболеваний. Глава 1. Аналитический ум и стандартные банки памяти. Эта глава начинает поиски свойственной человеку ошибки и объясняет, где ее нет. Ум человека состоит из трех основных частей. Первая – это аналитический ум, вторая – реактивный, и третья – соматический. Представьте, что аналитический ум – это компьютер. Это всего лишь аналогия, так как аналитический ум, работающий как компьютер, обладает гораздо большими способностями и несравненно более сложен, чем любая машина. Его можно назвать вычислительный ум или как угодно. Но для наших целей достаточно определения аналитический ум, поскольку оно дает описание этого понятия. Может быть, он размещен в передней части мозга, сразу за лбом, поскольку имеются некоторые намеки на это. Но данный вопрос – вопрос структуры, а о ней достоверно никому не известно. Так что мы будем называть рассчитывающую часть разума аналитическим умом, так как там анализируется информация. Монитор можно считать частью аналитического ума. Монитор – центр сознания человека. Это, хотя и достаточно условно, и есть сам человек. Его называли по-разному на протяжении тысяч лет, но каждое определение может быть сокращено до понятия «я». Монитор контролирует аналитический ум. И не потому, что ему кто-то приказал, а потому, что такова его врожденная функция. Это не демон, живущий в черепе, и не маленький человечек, который озвучивает мысли. Это я. Неважно, сколько аберраций в человеке, его я всегда остается его я. Неважно, в какой степени человек является клиром, его я остается я. Я может быть иногда приглушенным в аберрированном человеке, но оно присутствует всегда. Имеются различные доказательства, что аналитический ум – это некий орган, но так как в наш век так мало известно о структуре, мы поймем его конструкцию после того, как узнаем, что же он делает. Возможность впервые узнать это точно нам дает Дианетика. Известно и может быть легко доказано, что аналитический ум, независимо от того, является ли он одной частью организма или сразу несколькими, ведет себя как хорошая вычислительная машина. Чего бы вы хотели от компьютера? Действия аналитического ума или аналайзера – это все, чего мы могли бы желать от самой лучшей вычислительной машины. Этот ум способен совершать и действительно совершает все фокусы компьютера. И сверх того, он сам управляет созданием компьютеров, он всегда абсолютно прав, впрочем, как и любой компьютер. Аналитический ум не просто хороший компьютер, он компьютер безукоризненный. Он никогда не ошибается. Не совершает ошибок до тех пор, пока организм остается неповрежденным, то есть до тех пор, пока что-то не лишило его части мыслительного приспособления. Аналитический ум настолько уверен в своей непогрешимости, что считает, будто в своей работе вообще никогда не ошибается. Когда человек говорит «я не умею складывать числа», он подразумевает, что либо он не научился арифметике, либо у него есть аберрации на предмет сложения. Это не означает, что его аналитический ум не в порядке. В то время, как человек, будучи аберрированным, способен на большие ошибки, его аналитический ум все равно на них не способен, потому что компьютер хорош настолько, насколько хороша информация, заложенная в него. А аберрация возникает от природы информации, предложенной аналитическому уму в виде проблемы, которую нужно разрешить. Аналитический ум имеет свои стандартные банки памяти. Где они расположены структурно, нас совершенно в данный момент не волнует. Чтобы действовать, аналитический ум должен иметь ощущение информацию, память информацию и воображение опять-таки информацию. Наряду с этим существует другой информационный банк и другая часть разума, которая содержит аберрации и становится источником психических расстройств. Об этом мы расскажем позже. Не нужно путать эту часть ума с аналитической или со стандартными банками памяти. Вся информация, независимо от того, расценивается она правильно или нет, содержится в стандартных банках памяти. Различные органы ощущений получают информацию, которая зафиксирована в этих банках. Информация не проходит сначала через аналайзер. Прежде всего она вводится в стандартный банк и подшивается там, а уже потом аналайзер может ее оттуда получить. Существует несколько стандартных банков, они могут быть скопированы так, что получится несколько дубликатов каждого банка. Природа щедра на такие подарки. Существует банк или даже набор банков для каждого ощущения. Их можно образно представить в виде стеллажа с информацией, собранной по перекрестной системе ссылки.
Такой порядок заставил бы любого разведчика позеленеть от зависти. Каждое отдельное ощущение подшито как концепт. Вид движущейся машины, например, подшит в видеобанке в момент наблюдения в цвете и движении. Перекрестная ссылка направляет нас также к местности, где наблюдали за машиной. Также идет ссылка на данные о всех машинах. Мы перекрестно отправляемся к мыслям о машинах и так далее с дополнительной подшивкой выводов потока мыслей в тот момент и потоков мыслей, взятых из прошлого с определенными выводами. Звук машины записан таким же образом прямо из ушей в банк звука и перекрестно возникает много раз, как и в предыдущем примере. Остальные ощущения того момента также подшиты в собственных банках. Возможно, вся информация хранится в одном банке. Так было бы проще. Но это вопрос даже не структуры, а исполнения. Когда-нибудь кто-нибудь обнаружит, как именно подшита информация. Но сейчас нас интересует только, для чего происходит такое подшивание. Каждое ощущение, будь то зрительный образ, звук, запах, вкус, органические ощущения, боль, ритм, кинестетика, вес и мышечные движения и эмоции, все полностью и аккуратно подшиты в стандартных банках. Независимо от того, насколько аберирован физически полноценный человек и думает ли он, что он в состоянии или не в состоянии сохранить или вспомнить эту информацию, там все равно находится нужный файл со всеми подробностями. Этот файл был начат в очень давнее время, о чем позже. Запись происходит непрерывно, независимо от того, бодрствует человек или спит, на протяжении всей жизни, кроме моментов бессознательности. Судя по всему, папка, или файл, имеет бесконечный объем. Количество концептов концепт здесь означает то, что осталось в результате ощущения поразило бы компьютер ученого. Существование и изобилие сохраненных воспоминаний были открыты и изучены на большом количестве кейсов, и они могут быть обнаружены и исследованы в каждом человеке с помощью определенных методов. С точки зрения каждого отдельного действия или ощущения все содержимое банка, правильно. Могут возникнуть отклонения в органах чувств, как, например, слепота или глухота, если они существуют по физическим причинам, а не аберрационным, которые оставляют пробелы в банках, и могут возникнуть органические недостатки, предположим, частичная органическая глухота, которые могут дать частичные пробелы. Но это не ошибки стандартных банков памяти, а элементарное отсутствие информации. Как и компьютер, стандартные банки памяти непогрешимы. Они записывают сведения точно и достоверно. Часть стандартных банков относится к звукосемантическим, то есть в них собраны записи услышанных слов. Часть банков – видеосемантические, что означает запись прочитанных слов. Это особые части папок звуковой и видеозаписей. Слепой, который читает с помощью пальцев, осваивает осязательно-семантическую папку. Содержимое папки речевой записи соответствует услышанному без изменений. Другой интересной особенностью стандартных банков памяти является то, что они, по-видимому, подшивают оригинал и выдают тонные копии аналайзеру. Копий этих неограниченное количество, но истощение папки файла с оригиналами не происходит. Все копии одинаковые. Причем, видео, с цветом и движением, звук с тональностью и так далее. Количество материала, собранного в среднем стандартном банке памяти, заполнило бы несколько библиотек. Но способ сохранения информации остается неизменным. И потенциальная возможность рекола безгранична. Важнейший источник ошибок в рациональных расчетах – недостаточная и неправильная информация. Человек, каждый день сталкиваясь с новыми ситуациями, не всегда обладает всей информацией, которая требуется для того, чтобы принять решение. Возможно, он получил какие-то сведения со ссылкой на авторитет, которые оказались ложными, но в его банках не нашлось доказательств этому. Между стандартными банками, которые абсолютно точны и заслуживают доверия, и компьютером, аналитическим умом, который тоже непогрешим и заслуживает доверия, существуют только рациональные отношения. Ответ всегда верен настолько, насколько верна данная информация, и это все, что можно ожидать от вычислительной или записывающей машины. В своем стремлении быть правым аналитический ум идет дальше, чем можно было бы предположить. Он постоянно проверяет и взвешивает новый опыт в свете старого, формулирует новые выводы в свете старых, изменяет старые выводы. В общем, очень занят тем, чтобы всегда оставаться правым.
Можно считать, что аналитический ум получил высокий пост доверия со стороны клеток с целью защиты всей колонии, и он делает все, что в его силах, чтобы успешно справиться с этой миссией. Он содержит в высшей степени точную и правдивую информацию, на основании ее делает правильные расчеты, настолько правильные, насколько это возможно. Если вы подумаете о том громадном количестве факторов, с которыми ему приходится сталкиваться, например, во время управления автомобилем, вы можете оценить, до чего же он занят и на скольких уровнях он работает. Перед тем, как представить главного злодея повествования, реактивный ум, необходимо хоть что-то понять в связях аналитического ума с организмом. Аналитический ум обладает полной ответственностью и властью, необходимыми для внедрения в жизнь своих действий и желаний. При помощи механизма, регулирующего жизненные функции, он руководит всеми механическими функциями жизни. Аналитический ум может повлиять на любую функцию организма по собственному желанию. Если организм не аберирован, аналитический ум находится в прекрасном рабочем состоянии и может воздействовать на работу сердца, эндокринных желез, например, на содержание кальция, сахара и адреналина в крови и так далее. Может регулировать кровообращение, остановить кровь, идущую в конечности, и восстановить кровяной поток по своему желанию, а также регулировать мочеиспускание, колоотделение и так далее. Все лимфатические, связанные с железами, ритмические и жидкостные функции организма могут подчиняться аналитическому уму. Это не значит, что у клиров всегда так. Это слишком неудобно и хлопотно. Но это значит, что аналитический ум, когда он приобретает умение, может вносить изменения по своему желанию. Проверить наши выводы очень просто с помощью лабораторных анализов. Люди давно интуитивно чувствовали полную силу ума. Это и есть аналитический ум, работающий со стандартными банками памяти, регулятором жизненных функций и еще с одним объектом. Этим важнейшим объектом, конечно, является организм. Аналитический ум командует им и контролирует его действия не только с точки зрения жизненных функций. Аналитический ум может полностью управлять всеми мышцами и другими частями организма. Чтобы не перегружать линии связи незначительными действиями, аналитический ум имеет регулятор тренировочной системы. Посредством обучения аналитический ум закладывает образцы реакций типа раздражитель-ответ в регулятор тренировочной системы. Это необходимо для выполнения простых задач типа ходьбы, речи, игры на пианино и так далее. Эти выработанные с помощью обучения образцы могут быть изменены. Но они были выбраны аналитическим умом после раздумий и усилий, и потому необходимость их изменять возникает редко. По мере возникновения новых ситуаций возникают новые образцы реакций, отработанные в мышцах. Ни один из них не является рефлексом, это просто отработанные шаблоны, которые организм может использовать без особого внимания со стороны аналайзера. Бесчисленное множество подобных шаблонов может быть заложено в организм именно таким способом. И они не становятся источником проблем, так как подшито по времени и ситуации, и не надо много усилий, чтобы аннулировать старые системы ради внедрения новых. Все мышцы, контролируемые и неконтролируемые, могут находиться под командованием аналитического ума. Здесь представлено описание человека разумного. В его деятельности полностью отсутствует вероятность ошибки, возможно лишь погрешности в связи с недостаточной или неверной информацией, и последнее будет использовано аналайзером всего один раз, если этот один раз докажет ее непригодность. Это сфера удовольствия, эмоций, творчества, созидания и даже разрушения, если расчеты оптимального решения покажут, что что-то следует разрушить. В основе деятельности аналитического ума лежат динамики. Все его действия объясняет стремление к выживанию. То, что мы в состоянии понять фундаментальную простоту функционального механизма, не значит, однако, что человек, действующий исключительно таким образом, холоден, расчетлив или живет по закону когтей и клыков. Чем ближе человек приближается к оптимальному в самом себе или в обществе, тем активнее и отзывчивее становится человек или общество, тем более честными будут их настроения и действия. Разумность зависит от рациональности. Здесь мы имеем оптимальную рациональность и поэтому оптимальную разумность. Здесь есть все, на что человек хотел бы походить, или какими он представляет себе лучших из богов. Это и есть клир. Это душевное здоровье. Это счастье. Это выживание. Но где же ошибка?